Осенью 2000 года компания Nokia выпустила мобильный телефон, который в будущем стал синонимом прочности благодаря многочисленным интернет-мемам. Хотя модель не позиционировалась как защищенная, ее крепкий корпус и простота в сочетании с миллионными продажами сформировали этот образ и принесли телефону народное признание. Это Nokia 3310. На момент появления в продаже стоимость этого телефона в России составляла примерно $180 или 5000 рублей. Для этой модели предлагался широкий ассортимент сменных панелей. Официально, помимо темно-синего варианта, они были доступны в сером, серебристом, белом, голубом, желтом и красном цветах. Высота устройства немного превышает 11 см, ширина около 5, вес 133 грамма, толщина телефона чуть более 2 см. Устройство имеет жидкокристаллический монохромный пятистрочный дисплей с диагональю 1,5 дюйма. Его разрешение 84 на 48 точек. Первые партии телефона комплектовались никель-металлгидридными аккумуляторами BMC3 на 900 мАч. Заявленное время работы от этого аккумулятора в среднем составляло 6 суток в режиме ожидания и около 3,5 часов в режиме разговора. Позже в них стали устанавливаться литий-ионные батареи BLC2 на 1000 мАч. Время работы осталось примерно на прежнем уровне. Снизу располагается разъем для зарядки, 2,5 мм разъем для гарнитуры, микрофон и контактная площадка для подключения телефона к настольной док-станции. По бокам располагаются отверстия для крепления телефона к автомобильному держателю. Слева динамик, сверху кнопка включения. Как и дисплей, клавиатура оснащена зеленой подсветкой. Кнопки выполнены из пластика, имеют оптимальное расположение и четкий отклик, что делает работу с клавиатурой удобной, а набор текста точным. На главном экране слева отображается индикатор качества сигнала, а справа – уровень заряда батареи. В центре название оператора связи, которое можно заменить любой картинкой, имеющейся в памяти. Верхняя часть экрана отведена под часы и различные пиктограммы. Для перехода в главное меню служит отдельная кнопка на клавиатуре. Оно представляет собой вертикальный список, где каждый пункт показывается на отдельном экране, с крупным заголовком и анимированной иконкой. В правом верхнем углу всегда виден номер текущего пункта, что позволяет быстро перейти к нужному разделу, просто набрав соответствующее число на клавиатуре. К телефонной книге можно перейти как из этого меню, так и с главного экрана при нажатии кнопки вниз. Устройство не имеет собственной памяти для телефонной книги. Номера могут храниться только на сим-карте, а их количество ограничено ее памятью. По той же причине каждому контакту можно присвоить только один номер. Однако возможна установка индивидуального сигнала вызова и назначение кнопки быстрого набора номера. Также ускорить набор можно при помощи голосовых меток. В меню фонограммы может храниться до 8 таких меток. Для вызова достаточно удерживать клавишу меню и после сигнала произнести команду. При добавлении нового контакта в телефонную книгу переключить язык ввода невозможно. Раскладка меняется только при смене основного языка устройства. Карточкой контакта можно поделиться через SMS. Ввод текста сообщений осуществляется побуквенно или в режиме T9. Данный редактор позволяет менять язык ввода через меню функций, без смены языка устройства. Можно воспользоваться готовым шаблоном для быстрого ответа, добавить текстовый смайлик или отправить графическое сообщение с одной из 14 встроенных монохромных картинок. Функция «Чат» организует SMS-переписку в диалоговом формате. Для начала общения требуется ввести номер собеседника, указать свое имя и отправить первое сообщение. Каждый новый ответ появляется над предыдущим. Ниже располагается журнал звонков, где также находятся счетчики длительности и стоимости разговоров. Есть возможность установить лимит на стоимость каждого звонка. К списку последних набранных номеров можно перейти с главного экрана, нажав кнопку «Вверх». В меню «Сигналы» доступен широкий список рингтонов, состоящий из 35 монофонических мелодий. Вибросигнал работает в такт выбранного рингтона. Этот список можно дополнить своими мелодиями, используя встроенный синтезатор. Ноты в нем вводятся цифровыми клавишами, от единицы до семерки. Длительность регулируется 8 и 9, что работает и для пауз, которые ставятся клавишей 0. Звездочка переключает октаву, а решетка повышает ноту на полутон. Отдельно можно задать темп от 40 до 225 ударов в минуту.
а полученную мелодию отправить СМС-сообщением. Для входящих сообщений предусмотрены свои сигналы. Особый воспроизводит зашифрованное азбукой Морзе слово SMS, а возрастающий – слоган компании Nokia «Connecting People». Еще данный раздел содержит настройки громкости звонка и звука клавиш, активацию вибросигнала, а также управление заставкой на главном экране. Остальные параметры вынесены в меню настройки. Так, например, в установках режимов звонков можно включить автоповтор вызова при неудачном соединении, уведомление о поступлении звонка во время разговора, активировать клавиши быстрого набора и скрыть свой номер для вызываемого абонента. В настройках телефона выбирается язык пользовательского интерфейса, добавляется текст приветствия, который отображается во время включения телефона, и задаются некоторые параметры связи. В настройках безопасности включается запрос пин-кода во время запуска и кода телефона при смене сим-карты. Устанавливается запрет на определенные типы вызовов и создается список разрешенных для связи номеров. Наконец, можно сбросить все настройки до заводских. Телефон также поддерживает переадресацию вызовов, но для ее активации необходимо перейти в соответствующий пункт главного меню. В разделе «Игры» находятся 4 игры. Snake 2 – это классическая змейка, ставшая одним из символов мобильных телефонов Nokia. В игре представлено 9 уровней сложности, влияющих на скорость движения змейки и количество очков за собранную пищу. Также доступен выбор из 5 лабиринтов, где к стандартному полю добавлены стены в качестве препятствий. Space Impact – это космический шутер с боковым скроллингом, где игрок, управляя звездолетом на фоне разнообразных пейзажей, должен пройти 8 уровней, уничтожая корабли противника. Элементы ландшафта, например, скалы или здания, тоже являются препятствиями, которые необходимо избегать. Завершается каждый уровень схваткой с уникальным боссом, имеющим собственную тактику ведения боя и набор вооружения. Бантуми, также известная под названием Калах, это созданная в середине 20 века американская настольная игра, основанная на традиционных африканских играх семейства Манкала. Игрок управляет рядом из 6 горшочков, по 4 боба в каждом, в то время как противоположный ряд контролируется компьютером. Между ними расположены 2 больших горшка. Правый принадлежит игроку, левый – сопернику. Игроки по очереди выбирают горшочек, забирают из него все бобы и кладут их по одному в каждый следующий против часовой стрелки, включая свой большой горшок, но пропуская горшок соперника. Игра завершается, когда у одного из игроков заканчиваются бобы во всех маленьких горшках, а выигрывает тот, кто положил в большой горшок больше бобов. А Pairs 2 – это классическая игра на память, в которой, переворачивая карточки с картинками, нужно находить парные. Есть 2 режима. В первом требуется найти все пары за ограниченное время, а во втором справиться с увеличенным количеством карточек, используя минимальное число ходов. В общих игровых настройках, помимо параметров звука, подсветки и вибрации, есть пункт ID-код клуба Nokia. Этот код можно было получить после регистрации на сайте клуба Nokia. Он позволял получить дополнительный контент к играм, например, новый уровник Space Impact или лабиринты для змейки. К тому же появлялась возможность попасть в глобальный список лидеров со своими результатами. Данные синхронизировались с сайтом через SMS. В телефоне также есть калькулятор, вынесенный в отдельный пункт меню. Он работает с числами до 9 знаков и выполняет базовые арифметические действия. Несмотря на простоту, в нем есть встроенный конвертер валют. Достаточно указать обменный курс и после набора числа на основном экране перевести его в другую валюту через меню функций. В разделе «Часы» находится будильник, который может работать только в однократном режиме. При срабатывании можно либо отключить сигнал, либо отложить его на несколько минут. Будильник прозвенит даже при выключенном телефоне. По такому же принципу работают уведомления в напоминаниях, которым посвящен отдельный пункт в главном меню. Впрочем, при создании задачи уведомления включать не обязательно. Помимо будильника, в меню «Часы» находятся настройки даты и времени, где кроме их установки можно выбрать формат часов, включить или отключить их показ на главном экране и активировать автоматическую коррекцию даты и времени при смене часового пояса. Также имеется простенький секундомер и таймер обратного отсчета. Обе функции поддерживают работу в фоновом режиме. Заключительными разделами главного меню является список услуг от оператора связи и пункт «Режимы»,
где пользователь может выбирать и настраивать различные профили работы устройства. Быстрый выбор профиля возможен при нажатии кнопки включения устройства в режиме ожидания, а название активного нестандартного профиля будет указано на главном экране. Телефон Nokia 3310 славился простотой, надежностью, отсутствием внешней антенны, наличием увлекательных игр и хорошей автономностью. Разве что никель-металлгидридная батарея из первых партий требовала внимания к условиям зарядки, так как у нее мог проявиться эффект памяти. Эта особенность могла возникнуть, если регулярно ставить телефон на зарядку при оставшейся емкости, к примеру, в 50%. Со временем аккумулятор может воспринимать этот уровень как новый ноль, теряя половину емкости. Однако спустя время 3310 стали поставляться с более легкими литий-ионными аккумуляторами, которые полностью исключали эффект памяти. Другие производители тоже представили несколько телефонов в этом ценовом сегменте с похожим набором функций, а компания Siemens предложила прочную, пылевлагозащищенную модель Siemens M35 с WAP-браузером. Однако Nokia 3310 пользовалась куда большей популярностью, в связи с чем оставалась в производстве до 2005 года. Это необычно долгий срок для индустрии. К этому моменту ее цена снизилась до 1800 рублей, а на рынке появились новые конкурирующие устройства, которые были компактнее и современнее. Хотя прямыми преемниками 3310 стали Nokia 3410 и 3510, в которых вслед за конкурентами появился WAP-браузер, повторить ее успех смогла только Nokia 1120, которая и заменила ее на рынке. А в 2017 году компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, представила обновленную версию 3310 с элементами оригинального дизайна, но с цветным экраном, камерой, MP3-плеером и радиоприемником, ориентируясь на тех, кто хочет вспомнить классику или открыть ее для себя впервые.